Всем привет, с вами канал Радов Одесса. Здесь на нашем канале мы чиним все своими руками, ремонтируем. В общем, все, что ломается в доме, на работе, не только, чиним своими руками и пытаемся из любой ситуации выйти с минимальными финансовыми потерями. То есть, итак, в этом видео хочу показать вам такую штуку, как прочистку для котла, для дымохода котла, вот, из пластиковых труб. То есть ПВХ трубы обычные для сантехники. Вот так это все выглядит в разобранном виде. Вот эту штуку я покупал отдельно просто в строительном магазине. То есть когда поставили у меня деревянный котел, надо было как-то его чистить. Я поехал в магазин, посмотрел, сколько такая штука стоит. То есть готовая заводская такая вот хреновина стоит где-то в районе 1000-1500 гривен. То есть и плюс еще надо вот эту штуку купить. Я подумал и решил, что можно сделать ее вот из таких ПВХ труб. Они тоже гибкие довольно-таки. Вот первую часть я сделал из более длинной трубы, но вы смотрите сами. То есть длина всей конструкции не имеет значения, это вы решаете сами. То есть эта вся конструкция вот так вот соединяется одна в другую. И получается почти 5-метровая палка для прочистки. Сейчас я покажу, соберу. Я все ее собирать не буду. То есть вот такая вот штука. И наконец накручивается сама чистящая фиговина. То есть и все, вы себе ее загоняете и чистите. Как вам удобно. Так, теперь переходим к тому, как такую чистилку сделать в домашних условиях. У меня сама чистилка сделана из 32 трубы. То есть тут без разницы, гайки, болты вы сами определяете, какие вам нравятся по диаметру трубы, чтобы они подходили. В этом случае я взял вот такую вот удлиненную гайку и 20-ю трубу. Я же говорю, до этого делал с 32. То есть видите, она почти плотно подходит. И на наконечник надо что-то вот такого плана. То есть либо с двумя гайками. Здесь, я же говорю, использую такие длинные гайки. Но в этой истории я использовал по 2 гайки. То есть видите, здесь со шпилькой. А здесь уже просто гайка. Паяльник. Я чуть-чуть увеличил отверстие, которое проходил. Собственно, сами трубы. То есть я же говорю. И на самый край вы подбираете вот сюда резьбу, либо шпильку, что у вас там. И то же самое впаиваете. То есть, как это делаем? Покажу с 3 кусочков труб. Вот таких вот. Что мы делаем? Разогреваем паяльник до паечной температуры. Стандартной. Берем вот такой обычный болтик. И накручиваем еще гайку на него сверху. Это для того, чтобы более устойчиво стояла она внутри трубы. То есть все, накрутили. Видите, что дальше делаем? Так оставляем паяльник на этой истории. И вставляем эту фиговину вот сюда. То есть, что надо сделать? Это вот так вот вы ее вставляете сюда внутрь паяльника. И придерживаем, начинаем ждать, пока это сама пластиковая, пока сам металл разогреется. И пластик медленно начнет садиться. Надо подождать, пока чуть нагреется сам болт. Пусть он там полежит как-нибудь поудобнее. И начинаем вдавливать медленно вниз. За счет температуры гайка медленно должна впаяться внутрь трубы. Она уже пошла потихонечку, пошла. Как только труба коснулась паяльника, все, процесс закончен. Вытаскиваете. Тут чуть можно подровнять. Длину вот этой гайки вы себе потом можете отрезать, насколько вам надо. Это первая часть, что мы делаем. Дальше вторая. Так, берем просто шпильку и гайку, либо 2 гайки. То есть соединяете их вместе. Длинная должна быть эта история, чтобы внутри трубы она потом не выломалась. То есть гайку накручиваем на шайбу эту. Берем так же само кусок трубы. После того, как мы впаяем, шпильку мы выкрутим. Она нужна для теплопроводности. То же самое вставляете.
Вот, ждем пару секунд, пока она подогреется. Так же само вдавливать. Все, еще одна гайка впаяна. То есть шпильку внутри мы выкручиваем. Вот, это у нас уже готово одно соединение, кусок. Дальше делаем, ну, в принципе, то же самое. То есть болтик, гайка. И уже с этой стороны у нас гайка для вкручивания, а с этой уже вкручиваем шпильку. То же самое вставили. То есть как это делать, вы сами смотрите. Любые диаметры резьбы, любые диаметры трубы, какие вам нравятся. Труба прекрасно гнется и получается не хуже заводских. Вот это у меня фиговина уже работает 3-й год или 2-й, я уже не помню. Вот, и ни разу не сломалась, не повыпадали эти гайки, ничего. То есть все работает очень хорошо. Сейчас вот с 3 кусочков этих покажу, как полностью сделать. Все, то же самое. Еще одна шпилька впаяна. Чуть-чуть подравниваете ее. Я же говорю, длину можете обрезать. Это уже одна секция готова. На последнюю секцию, вот, то же самое. Сюда мы используем гайку, еще раз показываю. То есть вкручиваете их просто чуть-чуть. Вставляете, вот, ждете пока нагреется и вдавливаете ее туда. Оп. Все, раз, два, три. Теперь на последнюю секцию нужно подобрать болт, который подходит по диаметру в вашу чистилку саму. То есть бывает, что это под шпильки, тогда гайки впаиваете. Ой, вернее, бывает это, да, со шпилькой, тогда гайки впаиваете, бывает с гайкой, тогда саму шпильку впаиваете. Вот здесь я даже расширил в паяльнике немного эту историю. Я не знаю, болт сильно жирный, я использовал 32-ю трубу до этого, но я попробую все равно ее впаять. Все, в принципе, впаял. Вот. И фактически этой хреновиной, вот, как и этой, уже можно пользоваться. То есть толщину труб, длину секций, длину общей конструкции определяете сами. Вот, эта фиговина вкручивается вот сюда. То есть длинные вот эти шпильки не надо. Оно вставляется в дымоход по очереди, то есть поэтому тяжело вкручивать. Вот, одна секция. Делайте их, не знаю, сантиметр-полтора примерно. Вот, то есть это одна секция, это вторая секция. Вот, накрутили. Вот, я же говорю, на конце уже у вас должна быть гайка либо шпилька, подходящая по диаметру самой вот этой чистилки. То есть вот такая коротенькая хреновина у меня получилась. Вот, вот эту штуку сюда накручиваем. Вот. Она еще не застыла даже. И вот, значит, все, как бы накручиваете эту историю, и все. Вот так вот, я же говорю, по очереди ее вставляете, куда вам нужно, то есть дымоход, и по очереди соединяете все секции. Вот, как бы я же говорю, длина, ширина секций. Эта конструкция довольно гибкая, то есть она, видите, нормально выдерживает нагрузки. Вот. Я же говорю, главное, хорошо гайки туда впаиваете. Все, как бы вот такая вот чистилка бюджетная. Я думаю, у многих остаются трубы, либо есть знакомый сантехник, у кого можно взять кусочки. Гайки, я тоже думаю, не проблема. И все, вот такую чистилку делаете. Вот. Для этого, я же говорю, нужны болты, паяльник, куски труб. Экономим 1000-2 гривен, смотря какого качества вы будете покупать. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Радов Одесса. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте свои способы. Всем спасибо за просмотр.